Всем привет! Сегодня мы поговорим про основные признаки и симптомы преддиабета. Это видео может очень помочь вам, потому что преддиабет – это самая большая скрытая угроза здоровью в современном мире. По статистике, в мире около 350 миллионов человек страдает сахарным диабетом. Примерно 90 таких заболеваний приходится на диабет второго типа, которому обычно предшествует преддиабет. На этой стадии вернуть сахар в крови к норме еще можно, если вы измените свой образ жизни. Давайте сначала точно определимся, в чем заключается разница между преддиабетом и диабетом первого и второго типа. Преддиабет возникает, когда в крови слишком много сахара или глюкозы. Это ранний предупреждающий признак того, что в организме больше сахара, чем он может использовать. Это состояние еще не болезнь, но уже и не норма. Диабет первого типа развивается как следствие аутоиммунных атак на поджелудочную железу. При диабете второго типа поджелудочная железа не может вырабатывать достаточно инсулина, чтобы не отставать от возросшей потребности в поступлении сахара в клетки для получения энергии. В этом случае контролировать уровень сахара и предотвращать развитие осложнений можно только при помощи лекарственных препаратов в сочетании с диетой и физической активностью. Итак, нарушение обусловлено сочетанием нескольких факторов. Их разделяют на неизменяемые и контролируемые. Первая группа факторов связана с наследственностью и этнической принадлежностью, вторая – с образом жизни и сопутствующими заболеваниями. Лица, у которых выявляются два и более фактора, входят в группу риска по развитию сахарного диабета второго типа. Среди наиболее изученных причин диабета выделяют, например, лишний вес. Жировая ткань снижает чувствительность клеток к инсулину, вследствие чего замедляется усвоение сахара. Гиподинамия – это вторая причина. Недостаток двигательной активности негативно сказывается на работе большинства систем организма, в том числе эндокринной. Следующее – это соматические заболевания. Нарушение усвоения сахара возникает также при аутоиммунных болезнях, патологиях эндокринной системы, хронических заболеваниях сердца, сосудов, печени и почек. Очень часто диагноз подтверждается у пациентов с артериальной гипертонией и поликистозом яичников. Далее идет неправильное питание. К развитию преддиабетического состояния приводит потребление большого количества рафинированного сахара, и это ни для кого не секрет. Организм просто не успевает вырабатывать достаточное количество ферментов и гормонов для усвоения углеводов. Еще одной немаловажной причиной является прием лекарств, например, различных гормональных препаратов, в частности кортикостероидов и противозачаточных средств. Еще одна причина – беременность. Гестационный диабет увеличивает вероятность развития гипергликемии после приема пищи. Также к группе риска относятся женщины, вынашивающие плод массой более 4 кг. И последнее в списке основных причин преддиабета – это наследственная отягощенность. Первый симптом – это усталость, особенно если вы ощущаете усталость после еды. Это признак инсулинорезистентности. Цель употребления пищи в том, чтобы превратить ее в энергию, и это не должно требовать больших усилий для нашего организма. Да, нужны определенные ресурсы, и после того, как вы хорошенько подкрепились, вы можете чувствовать себя немного расслабленным и уставшим. Но у вас точно не должно быть такой сильной усталости, что это будет мешать вам заниматься привычными делами. Если вы испытываете такой симптом, это означает, что ваша углеводная машина сломалась. Ваши клетки сопротивляются, потому что вы давали им слишком много углеводов в течение длительного времени. Поэтому теперь вместо пищи, обеспечивающей энергию, вы должны использовать энергию для утилизации углеводов, ведь они не могут оставаться в кровотоке, это опасно для мозга. Нам нужно контролировать этот уровень сахара в крови, поэтому организм должен использовать энергию, чтобы преобразовать глюкозу в триглицериды. Триглицериды или жиры в крови будут повышаться, когда вы едите глюкозу, поэтому у многих людей, придерживающихся диеты с низким содержанием жиров, содержание жиров в крови очень и очень высокое. Номер 2 – это плохое заживление ран. Если вы порезались или обожглись и рана не заживает в течение недели, это весьма плохой знак. Когда уровень глюкозы в крови остается высоким, это ухудшает работу лейкоцитов.
Именно эти клетки крови играют ключевую роль в иммунном ответе. Если клетки не могут нормально функционировать, организм не сможет в полной мере бороться с инфекцией. Кроме того, преддиабет и диабет влияет на кровообращение, что затрудняет доставку питательных веществ. Это и способствует медленному заживлению ваших ран, а также повышает вероятность развития осложнений в виде присоединения инфекции. Преддиабет связан с развитием невропатии или повреждением нервов, что влияет на заживление ран и, что более опасно, на чувствительность. Ранки, порезы, мозоли длительное время могут оставаться нераспознанными, что только ухудшает ситуацию и может стать причиной серьезных последствий. И следующий симптом как раз об этом. Номер 3 – это онемение и покалывание, которые возникают из-за периферической невропатии. Они вызваны плохим кровообращением. Давайте разберемся, с чем оно связано. Это связано с избытком глюкозы. Когда у вас постоянно высокий уровень глюкозы в крови, то ее часть может просачиваться в окружающие ткани и соединяется с небольшим количеством воды. Таким образом, мы получаем отек в тканях, и это препятствует оптимальному функционированию кровообращения. На ранних стадиях вы можете заметить, что все происходит медленнее, и вы чувствуете себя немного странно. Но если этот процесс никак не контролировать, то в конечном итоге при сахарном диабете второго типа это может привести к ампутации. Причиной ампутации номер 1 как раз-таки является диабет второго типа. И само собой это не касается преддиабетического состояния, о котором мы говорим в этом видео. Но я говорю вам об этом, потому что важно понять весь процесс и начать действовать на ранней стадии. Следующий симптом является следствием предыдущего – быстрое присоединение инфекций. Так как ломкость сосудов может приводить к тому, что у человека будут долго не заживать раны, то к ним легко может присоединиться инфекция. Могут образовываться язвы во рту, стоматиты и другие виды инфекций, которые раньше человека регулярно не тревожили. Номер 5 – это повреждение почек. В первую очередь нужно обратить внимание на болезнь микрососудов, связанную с проблемами кровообращения, о которых мы только что говорили. В почках невероятно большое количество крошечных кровеносных сосудов, и если у нас появляется отек, то затем происходит определенная утечка, из-за которой разрушается часть этих кровеносных сосудов. И если мы сможем распознать ранние признаки, то сможем все исправить. В обратном случае это грозит почечной недостаточностью, и диабет второго типа – это основная причина почечной недостаточности, которая приводит к диализу. Номер 6 – это затуманенное зрение. И это происходит из-за ретинопатии, заболевания, при котором возникает поражение кровеносных сосудов сетчатки. Здесь у нас похожая ситуация, как и с почками. У вас есть маленькие крошечные сосуды, и когда они набухают, то повреждается сетчатка. Это заходит достаточно далеко и может привести к полной потере зрения. Все начинается с того, что вы будто смотрите через пелену перед глазами. При этом цвета могут выглядеть приглушенными или блеклыми, а прищуривание не помогает вам видеть предметы более четко. Затем, в конечном итоге, вы можете потерять зрение. Еще одна важная вещь, о которой вы, возможно, слышали, это частое мочеиспускание. Эта проблема не связана с преддиабетом, потому что при преддиабете уровень сахара в крови составляет 100-125 мг на децилитр, а при так называемом почечном пороге уровень сахара в крови превышает 180 мг на децилитр, и в крови будет слишком много сахара, чтобы почки могли его рассосать. Когда диабет полностью выйдет из-под контроля и мы начнем выделять сахар с мочой, терять воду и испытывать сильную жажду, это уже будет признаком полномасштабного, плохо контролируемого диабета второго типа. Еще одна вещь, которую часто связывают с преддиабетом, это проблемы с пищеварением. Но на самом деле это не признак преддиабета. Резистентность к инсулину не вызывает проблем с пищеварением. Скорее всего, у вас просто дисбактериоз. Вы портите свою флору, забрасывая ее вредными продуктами. Номер 7 – это кожные проявления. Иногда на состояние преддиабета может указывать черный акантоз. Это темные пятна на коже в области естественных складок, например, на шее или подмышечных областях. Это связано с эндокринной дисфункцией и особенно с резистентностью к инсулину. Номер 8 – это боль в суставах и артрит.
Часто можно слышать, как люди говорят, что боли в спине тревожат их из-за лишнего веса, и что когда они похудеют, то эти проблемы исчезнут. Но, к сожалению, это так не работает. Боль появляется не из-за вашего веса, а из-за инсулинорезистентности, которая вызывает воспаление. А это воспаление, в свою очередь, вызывает боль в суставах и артрит. Потому что будь то остеоартрит или ревматоидный артрит, это воспалительное состояние. Номер 9 – это, возможно, самое очевидное – набор лишнего веса. Человек в состоянии преддиабета будет постоянно набирать вес, потому что в этом и заключается цель инсулина. Он снижает глюкозу в крови и направляет ее в клетку, где крошечная часть будет храниться в виде углеводов, а большая часть отложится в виде жира. И мы можем наблюдать эту причинно-следственную связь, давая людям дополнительный инсулин и наблюдая, как они набирают вес. И это как раз то, что происходит при лечении диабета второго типа. Врачи не лечат диабет, они лечат глюкозу в крови, что ухудшает ситуацию с диабетом и лишним весом. И симптом номер 10 – это чувство голода. Даже несмотря на то, что вы набираете вес и у вас появляется все больше и больше запасов энергии в вашем теле в виде жира, вы становитесь все голоднее и голоднее. Потому что при инсулинорезистентности ваше тело имеет тенденцию накапливать, а не извлекать. Так что даже если у вас есть вся эта энергия, вы не можете ее использовать, потому что ваше тело находится в режиме хранения. И это настоящая проблема. Вот почему мы не можем контролировать свое поведение. Поэтому дело не в калориях, а в инсулине и резистентности к инсулину. После того, как вы обнаружили у себя значительные совпадения с этим списком симптомов, нужно обязательно обратиться к врачу и сдать определенные анализы. О них мы сейчас и поговорим. Самым распространенным диагностическим методом является тест на гликозилированный гемоглобин. Этот тест проверяет средний уровень сахара в крови человека за последние 3 месяца. Показатель в пределах от 5,7 до 6,4% означает, что у человека, вероятно, преддиабет. Но не забывайте, что некоторые состояния, например, беременность, могут влиять на уровень сахара в крови, и это отразится на результатах теста. Следующий метод диагностики – это исследование уровня глюкозы натощак. Результат от 100 до 125 мг на децилитр считается признаком преддиабета. При проведении этого анализа человек не должен есть или пить в течение 8 часов до проведения анализа крови. И немаловажным будет сделать тест на толерантность к глюкозе. Этот тест также требует 8 часов голодания. Как правило, уровень сахара в крови проверяется до и через 2 часа после употребления сладкого напитка. Показатели между 140 и 199 мг на децилитр считаются показателем преддиабета. Преддиабет хорошо поддается коррекции, поскольку это состояние является динамичным и существует возможность активировать системы организма, борющиеся с повышением уровня глюкозы. Для предупреждения развития этой патологии нужно снизить употребление углеводов, контролировать калорийность и принимать пищу небольшими порциями. Стоит регулярно заниматься спортом и ежедневно выделять время для пеших прогулок. Людям из групп риска стоит периодически сдавать анализы для определения уровня сахара и холестерина. Также хотя бы раз в год делайте УЗИ сердца и сосудов. И, конечно же, контролируйте вес своего тела. Обязательно помните, что чем раньше вы примете меры для борьбы с преддиабетом, тем меньше риск развития диабета второго типа. Я очень надеюсь, что это видео было вам полезным и вы узнали для себя что-то новое. Всем огромное спасибо за просмотр!